Я не буду вырезать. Проверка микрофона. Поговори чего-нибудь. Ла-ла-ла-ла-ла. Эта чашка мне идет? Очень. Друзья, всем привет. Меня зовут Артем, и сегодня я общаюсь с Анастасией Семиной. Да, это я. Привет всем. Настя преподает русский язык уже много лет. Сколько лет? Уже более 4 лет. Уже Не так-то более... и много. Ну, больше, чем я. А ты сколько преподаешь? 3 месяца. Тогда да, больше. Вот, и сегодня мы поговорим об изучении русского и не только. И первый мой вопрос тебе, Интрига. Настя. Да, это как прошел твой день? Мой день сегодня прошел так. Я была дома, монтировала видео, точнее писала субтитры к нему. Надеюсь, что я его сегодня выложу. А потом у меня был урок здесь, в центре. Я преподаю в языковой школе. У меня только один студент. Он немец. Его зовут Андреас. Мы сегодня Какое с ним... немецкое имя? Немецкое, да? Андреас. Это не немецкое? Скорее испанское. Серьезно? Да. А вот не знаю. Он немец, настоящий, пунктуальный немец. И когда он опаздывает иногда, он говорит, я сегодня как русский. Русский опаздывает. Ну, по сравнению с немцами, да. Ну, у меня вот ученик Непунктуальный. испанец, вот он постоянно опаздывает. Все остальные, в принципе, нормально. Хорошо, у нас есть канал. Расскажи, пожалуйста, немножко о своем канале, что ты там делаешь. Я на своем канале пытаюсь помогать иностранцам изучать русский язык при помощи таких живых материалов. Вот, это то, что мы любим, кстати. Да, в этом плане, я думаю, мы с тобой очень похожи. Я не делаю сейчас видео для начинающих, где я бы объясняла, что вот, слово «телефон», в родительном падеже «телефону», и мы говорим по телефону, то есть вот этого ничего у меня сейчас нет. Может быть и зря, не знаю, но мне кажется, такого материала уже много на YouTube. Да, хватает. Что меня вдохновляет и от чего я получаю удовольствие, это создание таких видео, которые, кстати, смотреть было бы интересно, которые не только иностранцам, но и русским. То есть интервью с интересными людьми, интервью с иностранцами, которые уже говорят по-русски достаточно, хорошо. Или какие-то влоги, где я показываю какой-то новый город или страну, куда я поехала, или какое-то мероприятие. То есть абсолютно такой живой материал, где много спонтанной речи, где много вот такой живой речи. Нет, мата у меня на моем канале нет. Ну. И тебе не советую. Так что пользуйтесь Russian Progress для изучения мата. Да, но ты имей в виду, что если ты когда-то захочешь потом делать рекламные интеграции каких-то крупных компаний, это может быть проблемой. Ну да. Ну, до этого пока далеко, так что можно материться. Да, я, конечно же, ссылочка на канал Насти будет в описании. Спасибо. Вот. И следующее, что меня очень интересует, как человек, который тоже изучает иностранные языки, вот ты преподаешь русский, да? И у тебя в этом большой опыт. Какие частые ошибки вот у тех, кто изучает русский язык? Что ты можешь... В речи просто, да? Ну да, то есть... Ой, их много. Вообще в целом, на что следует обратить внимание тем, кто изучает русский? Во-первых, это зависит от национальности студента. То есть, если говорить про ошибки вообще и в произношении в том числе, то в зависимости от того, какой родной язык. Ну, английский, например. Например, английский. Им сложно дается звук «р», им, конечно же, сложно дается звук «ы». Да. И, «ы» дается сложно почти всем, только туркам «ы» хорошо дается, потому что есть в турецком языке тоже звук «ы» и отдельная буква. Но так, если говорить про какие-то речевые ошибки, то их очень много. То есть даже уже на высоком уровне иностранцы могут путать вот это вот «мне нравится» и до сих пор говорить «я». Плюс нравится, что ошибка. Или «меня нравится». Да, или «мне меня». То есть вот эти все падежные такие разные окончания или слова, которые похожи, как «мне» и «меня», они долго могут не запоминаться. Такие структуры, как «мне нужно», опять же, да? Потому что, видимо, в английском, так как у нас I need, да, а не что-нибудь там me или to me, да, то есть тоже вот это вот я нужно вместо мне нужно, правильно мне нужно и так далее. А так, если смотреть, я думаю, что когда человек занимается уже и серьезно подходит к изучению всех падежей по порядочку, с достаточным количеством практики, то есть с достаточным количеством упражнений на все эти падежи, то потом проблемы исчезают.
Я думаю, что там какие-то конкретные слова, которые являются, опять же, ложными друзьями переводчика, если это студент, который итальянец, например. Я слышала, как они говорят. Окей. Не-не-не. Они говорят не окей, а окей. У меня есть мой знакомый Энрико, итальянец. привет. Мой знакомый итальянец говорит очень молодец. Очень молодец. Я думаю, что молодец в итальянском это браво или браво. Мольто браво. А мольто, да. И я думаю, кстати, мольто это много, да? Мольто браво. Много или очень? Да. Я думаю, что ошибка идет оттуда. И вот уже человек говорит на русском на самом деле достаточно хорошо, но говорит очень молодец, и у него вот это вот такая привычка. Вот такая, например, интересная ошибка. Да, то есть, ну вот из того, что ты сказала, из моего опыта, я знаю, что в основном ошибки — это когда мы пытаемся свою систему, свой язык использовать, чтобы говорить на другом языке. И это неплохо, если нет другого способа, если нужно выразить что-то. Если языки похожи, то да. Но если, например, это язык совершенно другой, ну вот, например, у вас английский, и вы изучаете русский, тут очень, надо быть осторожным, потому что многие обороты, многие фразы, они совершенно другие. И в таком иногда случае... нет эквивалентов совсем. Да, да. Поэтому родной язык в данном случае не поможет, а наоборот он только мешает. Да, да, да. И решение, вот, которое ты предлагаешь, это делать упражнения. Делать упражнения, но не на перевод, как правило. То есть перевод это нужен очень для тех, кто будет переводчиком. А так, нет, я ничего не имею против задания на перевод. Я сама иногда их тоже использую, потому что это другая активность. Это и студентам иногда очень нравится, и ничего против не имею. Но из живых каких-то материалов, когда вы просто много раз уже услышали фразу «мне нравится, мне нравится, мне нравится», если я иду по городу и рассказываю, что мне нравится этот город в своем влоге, мне нравится вот эта кофейня, мне нравится этот кофе, человек, который услышал, у него и в мыслях он даже не подумает сказать «я» уже потом. Он так много раз услышал «мне нравится», что он просто копирует. Один мой друг, американец, Джейсон, привет, он говорил о том, что изучение иностранного языка, даже во взрослом возрасте, нужно обязательно по максимуму приблизить к тому, как ребенок изучает свой родной язык. Он много-много слушает, много-много повторяет и много-много спрашивает маму: «Мама, что это? Мама, что это? Мама, что это?» И то есть в идеале, если есть возможность, да, вот так вот это вот слушать много и много повторять. Абсолютно согласен. Здорово. И да, для этого, конечно, можете использовать наши каналы. Мы как раз и это и делаем. То есть... Да, мы стараемся создавать такие материалы, которые, конечно, не для начинающих, не для начинающих, но даже если у вас еще совсем базовый уровень, слушая материалы наших каналов и читая в это время субтитры, можно много-много-много чего для себя подчеркнуть. Да, да. Я еще заметил, что, действительно, на Ютубе много каналов по изучению русского, сейчас очень много. Где говорят медленно, вот. И я думаю, что... А на моих видео, да, под моими видео, все очень часто жалуются, что я говорю быстро. Я сейчас стараюсь, кстати, говорить медленнее. Да? Да, это я прямо об этом задумалась. Ну, что ты хотел сказать? Меня, кстати, не жалуется, потому что у меня изначально, ты говоришь наверное... медленнее изначально. Да? Я думаю, да. У меня просто изначально, такой подход, то что нет медленных видео. Вот, и, наверное, сразу аудитория, которая смотрит, они готовы к этому. Просто отсекаются те, которые совсем начинающие. Вот, я хотел сказать, что проблема, как правило, не в скорости, то есть научиться понимать беглую речь — это вопрос нескольких недель. Проблема в том, что люди не знают слова. Да. То есть как только вы знаете слова, научиться понимать, даже как быстро бы ни говорил человек, это несложно. Вот это просто нужно слушать много раз, и все, вы привыкаете. Поэтому, я не вижу смысла говорить как-то супер медленно. И я не вижу смысла говорить супер медленно еще и потому, что это будет медвежья услуга. Да, да, да. Человек, который выучил русский только по медленному. Что такое медвежья услуга? Медвежья услуга — это такая услуга, которая в итоге для тебя только делает хуже. Да, то есть вы вроде лучше. Помогаете, но вроде это будет бы я хуже. стараюсь, да, что студентам хорошо, им там супер медленно, и они все такие довольны, им комфортно, что они все понимают, но выходя в реальную жизнь, да, они потом ничего не понимают, потому что люди говорят быстро. Да. Так что слушайте. И последний вопрос. Ага. Ты из Архангельска, да? Да. Расскажи о своем городе. Я люблю свой город, я по нему скучаю по дому, по родителям, по брату. Дому?
Дуому? По дому. Дуому это в Италии. Да, я знаю, в Милане есть такой. Да. Большой дом. Я скучаю по дому, по родителям, по брату, по друзьям, которые там у меня живут. Ну и по самому городу, потому что это такие воспоминания детства и подростковых лет. Он находится на берегу реки Северной Двины, и недалеко от Архангельска есть Белое море. Архангельск — это первый порт России. Вау, я не знал. В Архангельск Петр I ездил 3 раза, чтобы учиться кораблестроению, и после этого уже был построен Петербург. Ух ты. Основан и построен Петербург. И уже Петербург потом стал таким важным портом. Портом или портом? Портом. Портом. Хорошо. Я проверю. Я тоже. И в Архангельске белые ночи, да, в конце, ну вот начиная, весь июнь, можно сказать, есть отличный шанс увидеть белые ночи, которые намного белее, чем белые ночи в Петербурге. У меня есть видео на канале, где я показываю вам эти белые ночи. Ссылка будет в описании. Да, и недалеко от Архангельска есть очень классный музей деревянного зодчества, то есть деревянной архитектуры, где на открытом пространстве можно увидеть разные дома, здания, церкви, которые постройки даже 16 века, насколько я помню, и есть уникальные строения. Я, по-моему, смотрел у тебя видео. Зимой было? Наверное, да. Ну, я туда часто езжу, но видео есть зимнее, ясно. Рождественское. Оно называется «Почему люди...», то есть «За что люди любят Архангельский север». Да, посмотрите его, оно очень классное, такое аутентичное, очень красивое и холодное. И вот в этот музей, конечно же, все, кто приезжает в Архангельск, они обязательно приезжают в этот музей тоже. Это такая наша жемчужина. Ясно. А ты не был в Архангельске? Еще не был, но я думаю, обязательно поеду туда. И теперь точно последний вопрос. Ну-ка. Петербург. Ты переехала в Петербург, и расскажи, Зачем? Как тебе этот город? Почему? Мне этот город нравится. Сейчас уже я привыкла жить здесь, и могу сказать, наверное, уже прошло 6 лет ровно. 6 лет? Ничего себе. В сентябре 2012 я переехала в Петербург, начала работать преподавателем английского в языковом центре. И о преподавании русского даже не думала, наверное, в тот момент, даже не мечтала. То есть мне казалось, что это что-то такое совсем нереальное, что для этого нужно получить специальную профессию. А в Архангельске на тот момент не было даже возможности получить такую специальность. Преподаватель русского к иностранному в Архангельске это был, не было такой специальности. Поэтому я здесь, как и в Архангельске, я здесь преподавала тоже английский. У меня здесь уже были друзья из Архангельска. И даже были друзья петербургские, то есть мне в этом плане повезло. Я считаю, что когда переезжаешь в любое другое место, очень важно иметь своих людей, друзей в этом городе, тогда адаптация происходит быстрее, конечно. И да. ты, Хорошо, что у меня есть такой друг, как ты. Да, здорово. А ты все, переехал? Я здесь уже месяц, кстати, я сниму видео о своих впечатлениях о Питере, я еще не рассказывал. Надо бы. Вот, и да, сейчас я уже спокойно отношусь к длинным расстояниям, когда нужно ехать из дома, например, на работу, и ты тратишь достаточно большое количество времени, но просто нужно учиться его тратить с пользой. То есть у меня в сумке должна быть обязательно книга, которую я читаю в метро, и иногда, к сожалению, это единственное время, когда я читаю, только в метро. Хотя бы в метро я вообще очень редко читаю. И, конечно, что касается климата, например, для многих это является таким просто сюрпризом, что в Архангельске гораздо легче переносить холод, чем здесь, потому что каким-то образом, я не знаю, очень все вот хорошо в географии, как это все образуется, но здесь намного более влажный воздух. И дышать тяжело, когда, например, уже минус 15, минус 20, мне уже становится очень тяжело, и как-то чувствуется холоднее, что ли, чем когда в Архангельске минус 15, минус 20. Вот. Понятно. Ладно, на этом мы, думаю, закончим это видео. Оно уже получилось минут, наверное, 15. Не знаю. Может, я его там еще порежу. Я не буду ничего вырезать. Да, спасибо, ребят, за просмотр. Если вам понравилось, как обычно, ставьте лайк, подписывайтесь и заходите на Patreon. И канал Насти будет в описании. Вот. И так как мы сейчас живем в одном городе, может быть, у вас есть какие-то идеи,
какие мы видео могли бы снять вместе с Артемом. Да, я думаю, Пишите будет еще видео, и увидимся. Пока. Пока. Так, ну что, сейчас самое интересное. Типа, проверить, записывалось ли. Да. Да, кстати, ровно 15 минут. Ну ты что?